Жизнь с родителями у маменькиного сынка или в бабьей яме. А где лучше? На самом деле вопрос «жизнь с родителями» звучит именно так, если отбросить все условности и политкорректность. Здравствуйте. Жизнь с его или ее родителями. Мне казалось, что эта тема атовизм, и вопрос давно уже всем понятен и закрыт. Во всяком случае, для сколь-нибудь образованных, современных людей, жителей крупных городов. Я думал, что мало кто из повзрослевших детей в наше время, создавая семью с противоположным полом, живет или изначально планирует жить с родителями на одной территории. Оказалось, нет. Тема актуальна. Сразу оговорюсь, в некоторых странах, культурах, патриархальных сообществах, сельской местности проживание взрослых детей с родителями является нормой и по сей день. Мало того, что взрослые дети сами продолжают жить у родителей, что является само по себе совсем не здорово, они еще пытаются или просто приводят свои, скажем так, вторые половины в дом старшего поколения. Мы же посмотрим на этот вопрос с позиции современного человека, гражданина постиндустриального общества, проживающего в мегаполисе или в крупном городе. Готовясь, я почитал статьи на эту тему и обнаружил, что совместная жизнь повзрослевших детей и их родителей вот уже несколько лет называются в СМИ новой социальной нормой, причем во всем мире. В этом ролике я попытаюсь разобрать вопрос, не только отталкиваясь от реалий постиндустриального общества, но и с точки зрения постулатов мужского движения. То есть мы посмотрим взглядом адекватного, зрелого, психически здорового мужчины, лидера, хозяина положения в семье. Итак, начнем с того, что период взросления удлинился. Если в патриархальном обществе, допустим, в России, это было 16 лет, мужчина должен был найти жену в соседней деревне, съехать от родителей, у которых помимо него еще было человек 10 детей. Ему строили всем селом дом, и он сепарировался таким образом со своей молодой женой и начинал самостоятельно вести хозяйство. Сейчас период взросления пролонгировался, я думаю, лет до 30. У меня есть ролик на эту тему, он называется «Возраст вступления в брак». Посмотрите, пожалуйста, кто не видел. Относительно поздний брак – это общемировая тенденция абсолютно во всех развитых странах. Для мужчины будет правильно начинать отношения не ранее 30-летнего возраста. В 33, в 35 самое то. Для женщины от 24 лет. И это минимальная граница для женщины. А лучше бы от 27 лет, если вы, конечно, живете не на селе. То есть после окончания учебы, таким образом, чтобы молодой человек мог самостоятельно начать зарабатывать и обеспечивать себе свое проживание. У многих процесс получения образования затягивается до 30-летнего возраста. Всякие аспирантуры, докторские и прочее. И это первое, что необходимо понимать. Есть категория других молодых людей, так называемые ранние, они были всегда. Сейчас это хорошо зарабатывающие блогеры, программисты, бизнесмены, даже без образования. Но, повторюсь, сейчас пойдет речь не о них и не о жителей сельских поселений, а о среднестатистических молодых людях среднего, выше среднего класса достатка. Необходимо четко уяснить, что жизнь с родителями влияет на психологическую зрелость и инфантилизм. Живущие с родителями мужчины и женщины не умеют достаточно о себе заботиться, и уж тем более они не будут заботиться о своей второй половине. Я не люблю это выражение «вторая половина». Как известно, вторая половина бывает только у жопы. Но я не нашел в данном случае лучшего синонима для определения. Что мамины сынки, что женщины из бабьей ямы – суть одна категория личностей.
они все не принимают самостоятельных решений в своей жизни. И тем более не несут ответственность ни за какие решения. Эти люди манипулятивны, безответственны и бесполезны в качестве партнеров для построения отношений. Они вообще бесполезны. Маменькин сынок непригоден для отношений настолько же, насколько доча из бабьей ямы, которая обязательно станет в дальнейшем РСП. Как построены отношения между детьми и родителями в так называемой бабьей яме, или если мы имеем дело, столкнулись с маменькиным сынком, я неоднократно рассказывал в своих предыдущих роликах. Можете посмотреть. Взрослый ребенок имеет ярко выраженные черты инфантильной личности и остается с родными добровольно или не съезжает из-за нехватки материальных средств или же из-за страха перед сложной самостоятельной жизнью. У него, что называется, выросла женилка и пора жениться. Вот такие вот детки, они перекладывают ответственность за свою жизнь на родителей. Им так удобно. О них заботятся, их обеспечивают. А все ошибки и ответственность за эти ошибки такие дети сваливают на родителей. Это модель созависимых отношений. Такие родители тоже получают свою выгоду. Они чувствуют свою важность и авторитет. Ребенок так и остается ребенком, не имея возможности стать взрослой личностью. И таким образом обе стороны не конфликтуют в этом вопросе, то есть в этом вопросе совместного проживания. Однако, как правило, при ближайшем рассмотрении отношений в таких семьях, мягко говоря, сталкиваешься с какой-то нездоровой ситуацией, с какой-то дичью. Если сказать прямо, это дисфункциональные, то есть больные семьи и больные отношения. В таких семьях родители регулярно, манипулятивно пытаются выгнать взрослого ребенка из дома во время очередного скандала. Но на самом деле не делают этого и не хотят, чтобы такое произошло. А рулит в такой семье обычно доминантная женщина-мать. Отца нет или он под каблуком и отстранен от принятия таких решений. Посмотрите по этой теме мой ролик, который называется «Отец-олень, дочь РСП». В такой семье родители солидарно танцуют под дудку женщины-матери, допустим, давя на жалость, симулируя симптомы каких-то болезней, требуют постоянно быть рядом, ухаживать за собой и перекидывают, пытаются переложить на ребенка бытовые обязанности. Например, убирать в доме, ездить на дачу. Причем зачастую ребенок с этим очень плохо справляется, все равно приходится делать это родителям. И таким родителям редко нужна реальная помощь. Дело скорее в желании чувствовать близость со своим ребенком, привязать его к себе любыми способами. В общем, если твоя жизнь складывается таким образом, что ты попадаешь на чужую территорию, ты должен или ты должна усвоить то, с какой личностью ты будешь иметь дело и как к тебе будут относиться в этой семье. И я как раз об этом сейчас рассказываю. Если ты попадешь в бабью яму, то есть в семью, где царствуют женщины, а отца нет, или он не имеет реального слова, или тем более это отчим, то дела твои, мягко говоря, не очень хороши. Ты окажешься на последнем месте после ее родителей, твоей женщины, твоего и ее общего ребенка, и даже после их собаки. Неважно, РСП это или нет, и тем более, если это РСП. Если это не РСП, то она обязательно станет после некоторого совместного проживания с родителями. А проживание с РСП на ее территории, с ее родителями, это полный, извините меня, зашквар. То, что ты оказался в таком положении, может указывать только на то, что ты, по всей видимости, так называемый пресловутый королевский олень и неизлечимо болен. К сожалению, это обязательно скажется на судьбе твоих детей. Если же женщина оказалась в семье своего избранника, то ситуация ничем не лучше. Скорее всего, это значит, что она повелась на достаток маменькиного сынка
и обрекла себя на жизнь с нелюбимым человеком, променяв на это свою свободу и здоровье. Более того, вероятно, она выскочила из душной бабьей ямы и из-под опеки мамы тирана и попала в точно такую же тиранию, что называется, тот же член в другой руке, что, в общем-то, для нее привычно. И дай бог, если будут какие-то существенные бонусы в виде действительно серьезного финансового обеспечения, которые ничего, конечно, не перекроют, и за все это финансовое обеспечение придется сполна заплатить, а именно свободой, своим психическим здоровьем, а потом, как правило, и физическим. И финал таких отношений один: развал этого союза, либо клиника неврозов имени Ганушкина, что в простонародье называется дурка, где психотерапевты обязательно будут колоть какими-нибудь нейролептиками, чтобы превратить в овощ. В общем, если вы адекватные и психически здоровые личности, то о проживании с его или с ее родителями в одном доме, в одной квартире, на одном участке не может быть и речи. И тем более в самом начале отношений. Нет возможности «подожди, не строй отношения». Не можете снять квартиру — подождите. Если ты настоящий мужчина, глава семейства, не олень, у тебя вырос собственный ребенок, то он сам вовремя решит сепарироваться и создаст собственную ячейку. Ибо он рос в здоровой семье, где не было лжи, манипуляций, страшных каких-то семейных тайн. В крайнем случае ты должен ударить кулаком по столу и объяснить своим домашним, то есть своей жене, дочери или сыну, как оно должно быть, и никак иначе. Посмотрим далее, как должно быть у правильного мужчины. Первое: моя территория, мои правила. Второе: моя территория, мои финансы. Третье: моя личная жизнь, в том числе интимная жизнь, без ограничений. Я имею право ходить в трусах по своей квартире, покричать во время секса. Вы сами понимаете, что, живя с родителями, у вас такое, скорее всего, не получится, если, конечно, это не семья хиппи или панков. И четвертое: своя территория убережет тебя от разборок, сплетен, токсичных отношений с предыдущим поколением. Также проживание на своей территории – это некая страховка от тунеядства и инфантилизма. Грубо говоря, придется чесаться обоим и полноценно вести свое собственное хозяйство. Ну и шестой пункт – это родителей надо тоже уважать и дать им возможность жить самим так, как им этого хочется. Не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить интересное в моем исполнении. До встречи!